VL Studio and X25 of Toe.ru channel. Present. Я не буду передавать приветы всем, кто меня узнал, потому что темы важные требуют серьезного отношения. Хочется работать цивилизованно, поэтому фильм представлен для широкой публики. Совсем недавно уволился из транспортной компании после 1,5 лет работы. Тихо пришел, тихо отработал 1,5 года и хотел тихо уйти, но не представилось возможным. Не молчал и раньше во время работы там, находил понимание, но не находил поддержки. Я решил назвать наименование транспортной компании. Компания эта особо ничем не отличается от других подобных, коих большинство. Но с чего-то надо начинать. Поэтому на примере компании «Транзит» рассмотрим сегодняшнюю ситуацию и научимся требовать и защищать свои интересы. Для кого этот фильм? Проблемы в этой транспортной компании имеют общую широкую распространенность, а значит для широкого круга зрителей. Среди них водители, которые трудятся в невыносимых условиях российской действительности, там, где власти упорно не замечают существование большегрузных перевозок, где напрочь отсутствует инфраструктура их нормального функционирования. Для водителей, которые являются всепоглощающим буфером всех нестыковок кривого грузооборота, на которых взвалили проблемы нездорового бизнеса, для водителей, которые являются расходным материалом и о которых вытирают ноги. Среди них владельцы той и других транспортных компаний, которые ведут себя по меньшей мере подозрительно и странно. Отзовитесь, ваш бизнес уничтожили. Среди них администрация компании, которая палец о палец не ударит и совершенно глуха и безразлична. Среди них профсоюзная организация, для которой будет не лишним дополнительно осветить круг задач. Глава 1. Форум и предложения к руководству. В мае 2022 года запустил веб-форум, который просто необходим для эффективной работы, но который не был понят и должным образом воспринят. Не был поддержан также руководителем автопредприятия. Среди прочих преимуществ единой информационной среды форум позволяет вести содержательное обсуждение всевозможных вопросов удаленно, что в условиях разъездного характера работы необходимо. Затем подготовил 18 конструктивных предложений к руководству компании, которые могли быть обсуждены, доработаны заинтересованным трудовым коллективом, но предложения так и не прозвучали. Что тогда могло стать предложением, с подачи профсоюзной организации отчасти могли стать требованиями, ныне же становятся замечаниями и рекомендациями к руководству компании. В связи с изменившейся ситуацией отсеялась часть предложений и закрыты разделы форума транспортной компании. Не принимаются заявки на доступ к разделам транспортной компании. Разделы общей тематики продолжают работу. Принимаются предложения по работе и развитию форума. Глава 2. Замечания и рекомендации к руководству транспортной компании. Примечания. Предложения, ставшие замечаниями и рекомендациями, подаются в неизменном виде по состоянию составления на май 2022 года. Некоторые предложения отсеяны и добавлено одно замечание и одна рекомендация. Замечания и рекомендации к руководству транспортной компании. Первое. Регулярно предоставлять в электронном виде по каналам связи детализированный расчетный лист
содержащий все сведения по начислениям и удержаниям заработной платы каждого водителя за каждый расчетный период. Комментарий. Немало водителей высказываются о затруднениях с расчетом своей заработной платы. Есть факты потерянных и не найденных сумм. Это недопустимо и подрывает доверие трудового коллектива, сеет сомнения, что сказывается на текучке кадров. Второе. Организовать собственную контейнерную площадку для приема, хранения, выдачи контейнеров. Комментарий. Трудно переоценить необходимость собственной площадки, потому как огромная часть ресурсов человеческих автопарка просто втаптывается ни во что. Крайне необходимо отказаться от услуг горе-партнеров, которые приводят к огромным затратам и препятствуют производственным процессам предприятия. Следует произвести экономический анализ ситуации на этот предмет. Если сама по себе площадка не принесет большой прибыли, то ее способствование высвобождению автомобилей посредством быстрой сдачи, получения контейнеров произведет взрывной рост объемов перевозки, что приведет к существенному росту прибыли. Стратегически важно грамотно выбрать месторасположение с учетом стоимости земли и доступности дорог. Исключить варианты использования автокранов как неуместного метода погрузочно-разгрузочных работ с контейнерами. Производительность и возможность специализированного контейнера-погрузчика в несколько раз превышает производительность автокрана в работе с контейнерами. Поэтому не следует даже думать об организации очередной контейнера-помойки, коих большинство. Либо можно, к примеру, купить еще 20 автомобилей, 10 из них поставить в безмерный тетрис и 10 в технопарк. А почему не 30 автомобилей? Похоже, что уже давно хватит автомобилей, а вот погрузчик с площадкой крайне востребованный, что может служить толчком к развитию предприятия в целом. Третье. Закрепить каждый автомобиль-прицеп за определенным водителем. Исключить передачу автомобилей и прицепов между водителями. Комментарий. Известно давно, когда вещь пошла по рукам, то вещь эта потеряла свои свойства. Неужели все так плохо, что постоянно большая часть автомобилей ходит по рукам? Размывается ответственность, автомобили приходят в негодность. Четвертое. Организовать посты зарядки аккумуляторных батарей, маркировать все АКБ на принадлежность к автомобилям, приобрести комплекты подменных АКБ. Комментарий. В силу режимов работы аккумуляторы автомобилей постоянно находятся в состоянии частичной зарядки, что негативно сказывается на их долговечности. Аккумуляторы требуют периодической полной зарядки малым током заряда и большой продолжительности. С этой целью следует, согласно разработанного графика, производить замер остаточного заряда комплекта АКБ автомобилей с последующей постановкой комплекта на полный заряд. На время заряда выдавать и комплект подменных АКБ. Пятое. Рассмотреть возможность организации комплектов зимних и летних шин автомобилей. Комментарий. По возможности исключить эксплуатацию автомобилей летом на добротных шинах с неизношенным высоким протектором, что является неразумной роскошью. Подобные шины являются крайне необходимыми в зимних условиях эксплуатации. Шестое. Разработать, в случае отсутствия, схему премирования работников диспетчерской службы с целью возникновения совместных интересов водителя и курирующего диспетчера в производительном и эффективном совершении рейса. Комментарий. Возникает подозрение, что полностью отсутствует заинтересованность диспетчеров в осуществлении рейсов, что приводит к определенным размышлениям. Часто
заявки не имеют достаточной информации и имеют неверную информацию, что приводит к формуле «езжай туда, не знаю куда, и привези, отвези то, не знаю что не может возмущать и не перестает удивлять. Уважаемые, как мы работаем, так работать нельзя. Иной раз ситуация приводит к полному абсурду. Не у всех водителей хватает терпения, а многоэтажный мат тоже проблему не решает. 7. Ввести электронную форму принятия заявки на подачу контейнера под загрузку-разгрузку. Комментарий. Качество принятия заявки оставляет желать лучшего. Заявки, подаваемые водителем, представляют собой ребусы со многими неизвестными и немалым количеством подвохов. Отсутствуют ответы на актуальные вопросы. Специфика крупногабаритных и тяжеловесных грузоперевозок в московском регионе такова, что водители постоянно решают задачи кратковременной остановки, парковки, проезда, что часто выполняется с нарушением правил дорожного движения и иных ведомственных регламентирующих норм. Дополнительной задачей является сохранность груза, сопровождающегося лишь водителем, которому необходим отдых. Недостаток площадей и безразличное отношение отправителей и получателей груза усугубляют ситуацию. В связи с этим большим подспорьем в нелегком труде водителя будет информирование водителя по ряду вопросов. Форма заявки может нести в себе не только информационную составляющую, но и являться документом принятия договорных отношений между заказчиком контейнерных перевозок и перевозчиком. Ознакомиться с образцом формы заявки можно на форуме. 8. Увеличить срок действия путевого листа. Комментарий. Короткий срок действия путевого листа ничем не оправдан. Приведите хотя бы один существенный довод. А частые замены путевого листа дают ненужную излишнюю нагрузку на водителей и приводят к существенным затратам. Во сколько обходятся транспортной компании эти скорострельные замены путевых листов? Пусть ответят экономисты предприятия. Или это никто не считает? Умножьте стоимость топлива на расход топлива на пробег автомобиля, часто груженного, по загруженным дорогам. А кто посчитает то время водителя, которое тратится на сомнительную работу вместо того, чтобы иметь возможность немного отдохнуть? Если не считаете труд и деньги, то посчитайте экологический урон от крупного грузовика в бумажной суете. Сколько литров выхлопных газов он выбрасывает в атмосферу неоправданно. А может, замену путевого листа следует оплачивать? Часто замена путевого листа по трудозатратам сравнивается половине рейса, но водителям никто за это не платит. 9. Исключить необходимость специального приезда автомобилей за спец-ТН. Комментарий. Кто диктует необходимость спец-ТН и чьими трудами за чей счет это осуществляется? При ближайшем рассмотрении большинство спец-ТН отличаются лишь тем, что выполнены в печатном виде. Мы научимся считать деньги, действовать в собственных интересах предприятия и уважать труд. 10. Увеличить срок отсылки электронных копий документов по рейсу. Комментарий. Уважаемые, водители не в офисе находятся, а в условиях близких к полевым. Требования по отсылке электронных копий документов завышены. Отсутствие возможности кратковременной остановки, парковки, жесткие правила отправителей и получателей груза, интенсивные условия дорожного движения, условия освещенности, недостаток времени не способствуют быстрой съемке и отправке документов. 11. Предоставлять возможность водителям оплачивать свои штрафы по нарушениям ПДД самостоятельно. Комментарий. Водитель имеет законное право оплатить свой штраф самостоятельно, должен иметь возможность оспорить штраф, а бесцеремонное удержание денежных средств незаконны. 12.
опубликовать для всеобщего доступа сотрудников предприятия наряд заказы по распределению рейсов предприятия по водителям и компаниям-партнерам с целью общественного мониторинга. Комментарий. Не все рейсы одинаковы по трудоемкости, возможному заработку и условиям. Коллектив водителей волнует неравное распределение рейсов. Есть мнение о злоупотреблениях, приводящим к тому, что одни и те же водители совершают в большинстве рейсы одного характера. С целью выявления закономерностей распределения рейсов следует подключить общественный контроль заинтересованных лиц. Это способствует заинтересованности и привлечению водителей, лишит почвы коррупционные проявления и укрепит предприятие. 13. Исключить возможность отказа водителей от рейсов и одновременно с этим обязать диспетчерскую службу распределять равномерно, по возможности, по каждому водителю рейсы различного характера и стоимости в пределах одного периода работы, трудовой недели, вахты. Комментарий. Хватит копаться в рейсах. Каждый водитель выполняет тот рейс, который дали. Рейсы распределяются с учетом интересов предприятия, без излишних перебросок машин согласно характеристик прицепов. Если первым шагом было маскирование имен диспетчеров, то не этот ли шаг номер 2? 14. Включить в трудовой договор положение о методах и нормах подачи и принятия производственных заданий, разработать протокол общения посредством онлайн-мессенджера. Комментарий. Бессодержательный обмен сообщениями характера принято лишь отвлекает внимание диспетчерской службы, ничего не дает и не гарантирует. А как может быть не принято? Сообщение проскочило мимо рабочего чата или водитель упрямо и продолжительно не читает рабочий чат? Мессенджер не теряет сообщения, а о дате и времени получения и прочтения сообщения несложно осведомиться. Поэтому, раз сообщение с заданием отправлено, то принято к исполнению и без лишних пустых разговоров, отвлекающих внимание и ресурсы. Часто возникает ситуация, когда диспетчер несколько раз задаст бессодержательный вопрос, но ни разу не проверит наличие заявки. Поэтому меньше бесполезных действий и больше полезных. 15. Разработать тарифы дневной и ночной для подачи контейнеров на погрузку-разгрузку. Дифференцировать дневной тариф в сторону увеличения размера стоимости с целью стимулирования клиентов заказывать в ночное время. Плановое время подачи контейнеров определить с точностью до 30 минут. Комментарий. Загруженность автодорог увеличивает себестоимость перевозок, затрудняет приезд точно ко времени, что для московского региона может быть критичным. 16. Определить порядок подачи заявки на ремонт и принятия автомобиля из ремонта. Комментарий. Лист заявки должен составляться в 3 экземплярах. Ремонт проводиться под мониторингом линейного механика и приниматься автомобиль из ремонта с участием линейного механика и водителя. 17. Пересмотреть объемы принятия заказов на подачу контейнеров под выгрузку-погрузку в сторону уменьшения. Комментарий. Не лучше ли брать столько, сколько можем отвезти вовремя? Или продолжать набирать заказы, которые мы не в состоянии выполнить вовремя? Не лучше ли меньше да лучше? Кому нужны заведомо безнадежные рейсы? Водителям не нужны, клиентам не нужны, да и предприятию они не нужны. Может быть, хватит срамиться? Опоздание приводит к штрафным санкциям, отказу клиента оплачивать возможный простой, подрывает престиж транспортной компании. Работа выполнена, но деньги взять не можем, и водителю оплачивать не хотим. 18. Отказаться от услуг компаний-партнеров. Комментарий.
на основе уменьшения объемов принятия заказов одновременно напрочь отказаться от услуг компаний-партнеров. Ничего существенного, кроме разрушения собственной компании и возможности для коррупции должностных лиц, это горе-партнерство не приносит. Хотим больше зарабатывать только собственными силами, силами собственного предприятия. Почему кадровая карусель не теряет обороты? Не потому ли, что собственные водители находятся в униженном положении и довольствуются отбросами? Трудно переломить ситуацию, когда будет расти собственный автопарк, расти численность коллектива водителей, расти прибыль с каждого рейса, выполненного собственными силами и без партнерского участия. Полный отказ от партнерского участия. Пересмотр кадровой политики. Определение концепции деятельности предприятия. 19. Отказаться от услуги экспедирования, либо пересмотреть условия обеспечения оной. Комментарий. Хитроумный бизнес не хочет вкладывать и тратить, а хочет только брать. Водителям только ставят задачи, но не хотят помочь и обеспечить. Зачем подвязываться в экспедирование компании-перевозчику? Погоня за прибылью? Какими силами это осуществлять? Водитель не имеет ни времени для надлежащего контроля и пересчета, ни условий, ни полномочий. Как вы можете это представить технически? Когда погрузка-выгрузка зачастую проводится многими часами при неблагоприятных условиях, а он находится один на территории, в помещении склада его окружают многие потенциально рисковые работники склада, коим доверять нельзя. Он не имеет полномочий давать указания работникам склада для осуществления экспедирования. Водитель имеет потребность сходить в туалет, принять пищу, не говоря уже об отдыхе, которого водитель практически не имеет. Для надлежащего контроля и пересчета в большинстве случаев нужно приезжать за день до времени погрузки, чтобы присутствовать при формировании заказа на отгрузку грузоотправителем и не вести внимательный учет множества наименований, артикулов и количества единиц груза, а также не отходить ни на минуту. А практически в нашей действительности для этого возможности нет, и все сводится к формальному подписанию всего, что потребуют. Не подпишешь — не заедешь, не подпишешь — не загрузят, не подпишешь — не разгрузят, не подпишешь — не выедешь. На водителей навешивают дополнительную ответственность, которую он осуществить не может. Почему водители обязывают подписывать транспортные накладные с указанием в них количества грузовых мест, которые он не считал, с указанием массы груза, которую он не взвешивал и не сопровождал? Зачем подвязываться то, что осуществить не можем? 20. Освободить в полном составе администрацию предприятия от занимаемых должностей с последующим увольнением. Комментарий. Тот беспорядок, который творится и поддерживается на предприятии, выходит за всякие границы. Все ухудшается буквально на глазах. Круговая порука воровско-коррупционной группировки построила схему обкрадывания водителей и государства. А масштабы и продолжительность происходящего привели к пониманию, что владельцы предприятия частично замешаны. Хаотичное и беспорядочное использование машин, безобразная работа диспетчерской службы являются не случайными, а умышленными. Несостоятельная, ленивая и марионеточная диспетчерская служба нарушает все законы логистики и здравого смысла. Все указывает на то, что предприятие, занимаясь коммерческой деятельностью, коммерческих корней не имеет. Проводится искусственное затягивание автомобилей предприятия в неоправданные простои, сменяющиеся неоправданными перепробегами с целью неоправданно занять водителей и автомобилей предприятия для роста дефицита автомобилей и высвобождения привлекательных рейсов для продажи.
все поглотила коррупционная заинтересованность должностных лиц. В данной ситуации только полная очистка от руководителя предприятия до уборщицы может оздоровить ситуацию, чтобы ни один патоген не дал роста, не произвел заражения в новом составе. Но можно требовать навести порядок, можно требовать повысить тарифы, можно предложить идею рационализаторства, но нельзя вмешиваться в их отношения, учить, как им вести их бизнес. Стоп, это граница. Глава 3. Заключение. Немалым интересом для соответствующих служб и органов будет деятельность транспортного предприятия. Попираются свободы и права работников предприятия, ущемляются их интересы, обкрадывается государство. Только инициатива снизу способна возродить Россию.